24 июня 1947 года пилот-любитель по имени Кеннет Арнольд поднял свой небольшой самолет в воздух над штатом Вашингтон. Он искал обломки транспортного борта, разбившегося где-то в горах Каскадного хребта. За информацию о нем обещали вознаграждение в $5000. Вместо обломков Арнольд увидел нечто другое. Возле горы Рейнир, на высоте около 2800 метров, он заметил цепочку из 9 ярких объектов, которые двигались с огромной скоростью, перескакивая с одной вершины на другую. Арнольд был опытным человеком, продавал противопожарное оборудование, налетал не одну сотню часов и не был склонен к фантазиям. Приземлившись, он рассказал журналистам, что объекты двигались как блюдце, если запустить его по воде. Репортер ухватился за это сравнение, и на следующий день в газетах появилось выражение «летающие тарелки». С этого момента начинается вся современная история наблюдений неопознанных объектов. Хотя, как выяснится позже, сам Арнольд описывал форму объектов иначе, скорее как полумесяцы. Спустя всего 2 недели, в начале июля того же 47-го, произошло событие, которое до сих пор остается самым обсуждаемым в этой теме. На ранчо неподалеку от городка Розуэлл в штате Нью-Мексико фермер Уильям Брейзел обнаружил на своем пастбище странные обломки. Легкий металл, куски фольги, тонкие балки с непонятными значками. Он сообщил шерифу, тот — на военную базу. И тут случилось то, что породило десятилетия споров. 8 июля пресс-служба авиабазы Розуэлл выпустила официальное заявление. Армия завладела разбившимся летающим диском. Заголовок обошел всю страну. Уже на следующий день военные дали задний ход. Новое заявление гласило, что обломки принадлежат обычному метеорологическому зонду. Журналистам показали куски резины и фольги, инцидент объявили ошибкой, и тема быстро заглохла. Официальная версия продержалась несколько десятилетий. До 1994-го, когда военно-воздушные силы США признали, что зонд был не метеорологическим, а частью секретной программы «Могол» по обнаружению советских ядерных испытаний. Признание было честным, но запоздалым, и именно эта задержка длиною почти в полвека заставила миллионы людей не верить ни единому официальному слову. Важно понимать масштаб явления. Речь идет не о единичном случае с фермером в пустыне. С 47 по 69 военно-воздушные силы США вели официальную программу изучения таких наблюдений. Ее финальная версия называлась «Синяя книга». За это время в нее поступило 12 618 сообщений о неопознанных объектах. Большинство, около 11,5 тысяч, были объяснены естественными причинами. Планеты, метеоры, самолеты, погодные явления, оптические иллюзии. Но 701 случай остался в графе «необъяснимо». Не выдумка, не ошибка наблюдателя, а именно необъяснимо. При том, что данные собирали и анализировали профессиональные военные и ученые. Эти 701 случай и есть суть всей темы. Не размытые фотографии и не рассказы восторженных очевидцев, а официально задокументированные наблюдения, которые государственная структура не смогла списать ни на что известное. И наблюдали их не только фермеры и любители. В списке свидетелей — военные летчики, диспетчеры, экипажи гражданских рейсов, полицейские патрули, операторы радаров. Долгое время все это оставалось предметом насмешек. Человека, заявившего, что видел в небе нечто необъяснимое, автоматически записывали в чудаки. Но в последние годы отношение резко изменилось. И изменилось оно не в желтой прессе, а на самом верху. В декабре 2017-го газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал о существовании закрытой программы Пентагона под названием «Программа передовой аэрокосмической угрозы», на которую с 2007 по 2012 было потрачено $22 миллиона. Вместе со статьей впервые официально были обнародованы видеозаписи, сделанные камерами боевых самолетов ВМС США. На них объекты, которые двигались способом, необъяснимым с точки зрения известной аэродинамики. Так тема, десятилетиями считавшаяся уделом фантазеров, вернулась в поле зрения правительств, военных ведомств и серьезных исследователей. Больше ее не отмахивались словом «тарелки». Появился новый официальный термин – неопознанные воздушные явления. И вопрос, который раньше задавали шепотом, теперь звучит в стенах парламентов. Если это не наши аппараты и не аппараты противника, то чьи они и как давно находятся рядом с нами? Ответы на это, а точнее документы, показания под присягой и рассекреченные архивы, и станут предметом дальнейшего разговора. Чтобы понять, почему свидетели молчат, стоит проследить, что происходило с теми, кто говорил. И начать удобнее всего с самого показательного эпизода Холодной войны.
В ночь на 19 июля 52 над Вашингтоном, прямо над столицей США, радары аэропорта национального имени Рональда Рейгана и военной базы Эндрюс зафиксировали неопознанные объекты. Не один, а сразу несколько отметок, которые двигались со скоростями, недоступными тогдашней авиации, до 8000 км в час, если верить показаниям операторов. Диспетчеры видели цели своими глазами через окна вышки. Пилоты поднятых по тревоге истребителей докладывали, что видят огни, но не могут их догнать. Это повторилось ровно через неделю, в ночь на 26 июля. И снова радары, снова очевидцы, снова беспомощные перехватчики. Событие получило название «Вашингтонская карусель». Реакция властей была стремительной. 29 июля военно-воздушные силы созвали крупнейшую пресс-конференцию со времен Второй мировой. Официальное объяснение – температурная инверсия, при которой слои теплого воздуха искажают показания радаров. Метеорологи, работавшие в ту ночь, с этим не согласились, но их возражения остались за кадром. Публике дали удобную версию, и на этом разговор закрыли. Именно тогда сформировался механизм, который потом будет повторяться десятилетиями. Сначала наблюдение, зафиксированное сразу несколькими независимыми источниками. Затем официальное объяснение, часто натянутое. И, наконец, давление на тех, кто продолжал настаивать на своем. В том же 53-м ЦРУ собрало группу ученых под руководством физика Говарда Робертсона. Комиссия заседала всего несколько дней и вынесла вердикт, который во многом определил дальнейшую политику. Сама тема неопознанных объектов представляет угрозу не потому, что объекты опасны, а потому что массовый интерес к ним перегружает каналы связи и может быть использован противником для паники. Комиссия прямо рекомендовала программы по развенчанию, снижению общественного интереса через СМИ, вплоть до привлечения психологов и мультипликаторов Уолта Диснея для высмеивания темы. С этого момента насмешка стала государственным инструментом, и работала она безотказно. Военный летчик, доложивший о встрече с необъяснимым объектом, рисковал не наградой, а карьерой. Его могли отправить на психиатрическое освидетельствование, снять с полетов, поставить крест на продвижении по службе. Гражданский пилот, сообщивший о том же диспетчеру, знал, что за этим последует разбирательство, недоверчивые взгляды и репутация человека, которому нельзя доверять штурвал с сотнями пассажиров. Полицейский рисковал стать посмешищем для всего участка. Логика была простой. Молчание ничего не стоило, а слова могли стоить всего. Один из самых показательных примеров – история капитана Томаса Ментела. Еще в январе 48-го этот опытный военный летчик погиб, преследуя неопознанный объект над штатом Кентукки. Его самолет разбился после того, как он поднялся слишком высоко без кислородного оборудования. Официальная версия объясняла случившееся тем, что Ментел гнался за высотным исследовательским аэростатом секретного проекта и потерял сознание от нехватки кислорода. Возможно, так и было, но для тысяч военных пилотов вывод из этой истории был другим. Погоня за непонятным в небе может закончиться гробом, а официальные лица потом объяснят твою смерть чем угодно. Показательно и другое. В 66-м, когда очередная волна наблюдений прокатилась по стране, военно-воздушные силы поручили независимую оценку своей работы физику Эдварду Кондону из Университета Колорадо. Проект получил миллионы долларов финансирования и продлился больше 2 лет. Итоговый отчет, опубликованный в 68-м, гласил: «Дальнейшее изучение неопознанных объектов не имеет научной ценности». На основании этого вывода программу «Синяя книга» в 69-м закрыли. Но был нюанс, о котором долго не говорили вслух. И еще до начала работы, в 66-м, помощник Кондона Роберт Лоу написал внутреннюю служебную записку. В ней он прямо предлагал построить проект так, чтобы у публики создалось впечатление объективного исследования, но при этом эксперты почти наверняка пришли бы к отрицательному результату. Эта записка позже всплыла и стала одним из самых серьезных доказательств того, что вывод был предрешен заранее. Так постепенно сложилась ситуация, в которой молчание свидетелей стало не признаком того, что рассказывать нечего, а прямым следствием политики. Люди видели, радары фиксировали, приборы записывали, но говорить об этом означало добровольно поставить под удар работу, репутацию и душевное здоровье в глазах окружающих. И только спустя десятилетия, выйдя на пенсию, многие из этих свидетелей, генералы, полковники, операторы ракетных шахт,
начнут, наконец, рассказывать то, что держали в себе всю жизнь. Их показания под присягой окажутся куда серьезнее любых размытых снимков. Момент, когда молчание, наконец, начало ломаться, наступил 7 мая 2001-го. В Национальном пресс-клубе в Вашингтоне врач по имени Стивен Грир собрал больше 20 человек, которые согласились публично, под запись, рассказать то, что видели на службе. Это были не уфологи и не любители. Среди них бывшие военные летчики, офицеры разведки, авиадиспетчеры, инженеры, работавшие на военных объектах. Все они заявили о готовности повторить свои показания под присягой перед Конгрессом. Проект назвали «Раскрытие». Впервые люди с реальными званиями и допусками говорили в лицо камерам о том, за что раньше лишали карьеры. Один из них, отставной капитан ВВС Роберт Салас, рассказал о событии 16 марта 67-го на ракетной базе Мальмстром в штате Монтана. Той ночью, когда он дежурил на подземном пункте управления межконтинентальными баллистическими ракетами, охрана наверху доложила о светящемся объекте, зависшем над воротами. И в тот же момент ракеты начали одна за другой выходить из строя. 10 боевых межконтинентальных ракет, несущих ядерные заряды, за считанные секунды перешли в состояние «не готово к пуску». Салас настаивал. Техническая причина сбоя так и не была найдена, а сам инцидент десятилетиями оставался засекреченным. Похожие эпизоды с отказом ракетного вооружения при появлении неопознанных объектов позже опишут и другие офицеры стратегических сил. Но одними показаниями дело не ограничилось. Начали открываться бумаги. В 2007-м Франция, первой из крупных государств, рассекретила архив своей официальной структуры, изучавшей неопознанные явления. Ее сокращенно называли ГЕИПАН. Она работала при Национальном космическом агентстве. В открытый доступ выложили тысячи дел, накопленных с 70-х. Вывод французских специалистов был осторожным, но недвусмысленным. Примерно каждый 5-й случай не поддается объяснению даже после тщательного анализа. За Францией последовали Великобритания, обнародовавшая досье Министерства обороны, а затем и другие страны. Кульминация наступила уже в наши дни. 25 июня 2021 офис директора национальной разведки США опубликовал официальный доклад для Конгресса. Документ рассматривал 144 случая наблюдения неопознанных воздушных явлений военными за период с 2004-го. И вот главный итог – объяснить удалось только один. Остальные 143 остались без внятной разгадки. При этом доклад прямо признавал, что в ряде случаев объекты демонстрировали характеристики полета, которые невозможно объяснить существующими технологиями. Резкие маневры без видимых двигателей, движение против сильного ветра, ускорение, недоступные ни одному известному аппарату. Через год, 17 мая 2022 в Конгрессе США прошли первые за более чем полвека открытые слушания по этой теме. Заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей стоял перед Комитетом Палаты представителей и демонстрировал видеозаписи с камер боевых самолетов. Он прямо признал, что число задокументированных случаев выросло до сотен, и что военные не понимают природу многих из них. Государство, десятилетиями высмеивавшее эту тему, теперь официально под протокол заявляло: «Мы видим объекты, мы не знаем, что это, и мы обеспокоены». Еще один поворот произошел 26 июля 2023 года. Перед тем же комитетом Конгресса выступил бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш. Под присягой, зная об ответственности за ложные показания, он заявил, что правительство США десятилетиями ведет секретную программу по сбору и изучению обломков аппаратов внеземного происхождения. Груш утверждал, что сам не видел этих объектов, но получил информацию от десятков должностных лиц, имевших прямой доступ к программе, и что готов назвать имена и место в закрытом режиме. Более того, он заявил, что в распоряжении программы находятся не только обломки, но и биологические останки пилотов этих аппаратов. Пентагон официально это отверг, назвав утверждения недоказанными. Но сам факт того, что офицер с безупречным послужным списком и высшим допуском говорит подобное под присягой в стенах Конгресса, стал беспрецедентным. Так за 2 с небольшим десятилетия ситуация перевернулась. То, за что раньше снимали с полетов и отправляли к психиатру, теперь фиксировалось в официальных докладах разведки и звучало на слушаниях под присягой. Рассекреченные архивы Франции и Британии, показания ракетчиков о сбоях ядерного вооружения, признание Пентагона о 143 необъясненных случаях – все это складывалось в картину, от которой уже нельзя было просто отмахнуться. Оставался один вопрос, самый неудобный из всех. Если объекты реальны, если их видят и фиксируют по всему миру десятилетиями,
то где доказательства, что за ними стоит именно разум, а не редкое природное явление или чужие секретные технологии? Ответ на этот неудобный вопрос честнее всего звучит так. Неопровержимого доказательства внеземного разума на сегодня не существует. Ни один рассекреченный документ, ни одни показания под присягой пока не предъявили того, что закрыло бы спор окончательно. Ни аппарата в ангаре, доступного независимым ученым, ни материала, чей состав невозможно объяснить земной химией. И это важно проговорить прямо, без желания подтолкнуть к красивому выводу. То, что имеется в распоряжении общества, это огромный массив зафиксированных наблюдений, часть из которых не удается объяснить, и признание самих государств, что они не понимают природу происходящего. Именно поэтому серьезные исследователи разделяют два разных утверждения. Первое. Неопознанные воздушные явления существуют. Их фиксируют радары, тепловизоры и камеры боевых самолетов, и часть из них действительно ведет себя необъяснимо. Это подтверждено официальными документами и уже не оспаривается ни Пентагоном, ни разведкой. Второе. За этими явлениями стоит внеземной разум. А вот эта гипотеза, одна из нескольких, и доказательной базы под ней пока нет. У необъясненных случаев есть и куда более прозаичные возможные объяснения. Часть — это секретные разработки самих государств, которые по понятным причинам не афишируются. Беспилотники, гиперзвуковые аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, ошибки приборов и оптические артефакты камер, что признавали и сами военные аналитики. Часть — редкие атмосферные и оптические явления, которые наука еще не описала полностью. И именно поэтому в 2022-м Пентагон создал специальное подразделение с длинным названием «Управление по разрешению аномалий во всех областях». Его задача не искать инопланетян, а методично разбирать каждый случай и отделять земное и объяснимое от того, что действительно остается загадкой. Что же в итоге изменилось за без малого 80 лет с того полета Кеннета Арнольда над горой Рейнир? Изменилось главное – статус самого разговора. Тема, которую полвека держали в зоне насмешки и психиатрических освидетельствований, вернулась в область, где ею занимаются профессионально и открыто. Показания больше не хоронят во внутренних записках, как это было с проектом Кондона. Пилот, доложивший о неопознанном объекте, теперь заполняет официальную форму, а не рискует карьерой. Конгресс проводит слушания под протокол. Разведка отчитывается цифрами. Государство, десятилетиями отвечавшее словом «тарелки», теперь отвечает словами «мы не знаем». И это, как ни странно, куда более честная позиция. Стоит трезво оценить и то, чего в этой истории по-прежнему нет. Нет ни одного случая, доказанного до конца. Есть человеческий фактор. Люди ошибаются, преувеличивают, а иногда и сознательно мистифицируют. История темы полна подделок. От постановочных фотографий тарелок из подброшенных в воздух автомобильных колпаков до знаменитого фильма о вскрытии пришельца, который в 95-м взбудоражил весь мир, а спустя годы был признан его же создателем-постановкой. Каждый громкий эпизод требует проверки, и большинство таких эпизодов проверку не выдерживает. Именно поэтому те самые 701 необъясненный случай синей книги и 143 случая доклада разведки ценны. Это то, что осталось после того, как все объяснимое уже отсеяли. Так что фраза «они уже здесь» пока остается не установленным фактом, а открытым вопросом, который впервые за всю историю задают всерьез и на самом высоком уровне. Возможно, за необъясненными случаями стоит нечто, к чему человечество еще не готово. Возможно, всего лишь несовершенство приборов и секретность земных технологий. Разница между этими двумя ответами колоссальна. И честный вывод состоит в том, что окончательно закрыть эту разницу пока нечем. Но кое-что уже неоспоримо. В небе над нами регулярно фиксируются объекты, которые ни военные, ни ученые не могут объяснить. Об этом говорят рассекреченные архивы Франции и Британии, доклады американской разведки, показания офицеров под присягой и слушания в Конгрессе. И впервые за 80 лет вопрос звучит не из уст энтузиастов на обочине науки, а из зала заседаний парламента крупнейшей державы мира. Что бы ни скрывалось за этими явлениями, отмахнуться от них словом «выдумка» уже невозможно. И, пожалуй, именно в этом и заключается настоящий перелом всей этой истории.